Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, формула справедливого энергоперехода от БРИКС. В Казани состоялось заседание лидеров стран БРИКС в узком и расширенных форматах. По итогам была принята Казанская декларация, которая включает однозначные формулировки о справедливом энергопереходе и которая будет направлена в ООН. Борис Леонидович, что входит в формулу эту? И неужели получается так, что БРИКС выходит единым фронтом против санкций и ограничений, навязанных коллективным Западом, против ископаемой энергетики? На самом деле этот документ, Казанскую декларацию БРИКС, еще изучать и изучать, больше сотни статей, объемный документ. В открытых источниках он уже появился, но его действительно так сходу не возьмешь. Что касается идеи справедливого энергоперехода, то ее принципы сформулировал в своем выступлении на Российской энергетической неделе 2021 года Владимир Путин. И, в принципе, она опирается прежде всего на здравый смысл. То есть борьба не столько с Западом, сколько борьба за торжество здравого смысла. Энергетический переход в его классическом понимании – это пункт первый – декарбонизация, что уже, конечно, хорошо, децентрализация и переход на распределенную генерацию. Если эта формула устраивает какие-то страны, то это не значит, что она совершенно универсальна и подходит для любой другой страны. Мысль, на мой взгляд, достаточно очевидная, потому что есть страны, в которых хорошая инсоляция, если они расположены где-то поближе к тропикам. Есть где немножечко похуже. Вот, например, солнечная электростанция в Магаданской области так себе. Есть страны, где с розами ветров все достаточно неплохо. Есть там, где хуже. И есть общее понимание того, что такое климатически зависимая электрогенерация, так назовем. Я понимаю, что у нас в свое время была популярная песня с припевом «Я тучи разведу руками», но солнечная электростанция действительно зависит от того, что у нас с тучами, дневное время, ночное время. То же самое с ветром. Ветер для генерации на турбинах требуется совершенно определенно. Он не должен быть слишком слабым, но и не должен быть слишком большим, потому что излишние ветровые нагрузки просто погнут лопасти, в конце концов, грубо говоря. То есть выработка такой электроэнергии не диспетчеризуется. Для того, чтобы вот в объединенную энергосистему поступало одинаковое количество электроэнергии, такие источники нужно страховать. Нужно строить резервные мощности традиционной генерации. У вас пропало солнце, тут же включилась газовая электростанция, которая вырабатывает такой же объем электроэнергии. Такое дублирование – это дорого. Попытки балансировать выработку за счет только климатически зависимой генерации в Европе они предпринимаются, но уже и там наступило понимание того, что это очень затратный механизм. Все разговоры о том, что себестоимость выработки электроэнергии на солнечных ветровых электростанциях уже ниже, чем на традиционных, они хороши. Но тут надо добавлять фразу «до вывода в объединенную энергосистему». Вот выработка сама по себе хорошо, но выработка же не является конечной целью. Конечная цель – доставить конечному потребителю. А это сложно. В рамках Европейского Союза расчеты вела ассоциация НСОЭ, это ассоциация компаний операторов электрических сетей, как балансировать только за счет ветра и солнца. В России и Испании безоблачное небо, в Финляндии тучи, значит, надо уметь перебрасывать электроэнергию с юга Европы на север Европы. В Швеции есть ветер, в Португалии его нет, значит, надо перебрасывать в обратную сторону. Вот по предварительным оценкам ассоциации НСОЭ, дополнительные инвестиции в расширение электрических сетей – это порядка 2 триллионов евро. Если страна развивающаяся, то вряд ли у нее такие средства имеются, и вряд ли, даже если они имеются, у таких стран есть желание вкладываться именно в строительство линий электропередач, опор под них, подстанции и так далее. Им есть куда еще деньги тратить. Так что то мнение, которое высказал еще 3 года назад Владимир Путин, что каждая страна должна вырабатывать собственный сценарий
опираясь на имеющиеся условия географические, климатические, наличие или отсутствие первичных энергетических ресурсов. Особенностей множество, вплоть до, ну, посмотрите, например, как выглядит материк Южная Америка. Вот ближе к экватору он широкий, там более 6 тысяч километров. А внизу, то есть ближе к Антарктиде, там ширина в районе огненной земли пару сотен километров. Как перебрасывать электроэнергию через всю Бразилию? Вы построили ветроэлектростанции на побережье одного океана, вот надо куда-то практически до побережья другого перебрасывать. Выгодно это или невыгодно, должна решать, собственно говоря, сама страна. То, что сейчас к этому мнению присоединились и участники саммита БРИКС в Казани, это не победа России над всеми, это возвращение к здравому смыслу. Может быть, действительно, то, что происходит в современной электроэнергетике и способствует остановке глобального потепления, но это не должно происходить за счет жизненного уровня, за счет развития страны. Нам достаточно часто говорят, что устойчивое развитие – это как раз и есть декарбонизация, переход на возобновляемые источники энергетики, но нам врут. Цели устойчивого развития сформулированы на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, ею приняты в 2015 году. Пункт первый – борьба с нищетой, а отнюдь не с декарбонизацией или с чем-то там еще. Последующие пункты, касающиеся в Казанской декларации того, что связано с энергопереходом, это попытка встряхнуть европейских активистов от пограничного углеродного налога. Вы поставляете товар, при производстве которого были использованы первичные источники энергии тепловые, уголь, природный газ, что-нибудь там еще тепловое. Соответственно, в каждом килограмме, не знаю, там, условного металла, который вы поставляете, присутствует углеродный след. Если этот углеродный след больше, чем при производстве такого же товара в Европе, надо заплатить денег. На самом деле это действительно ценовая дискриминация, потому что если мы говорим о ввозе каких-нибудь товаров в Данию, которые расположены на островах, где ветровая энергетика действительно может перекрыть все потребности, весь спрос, и сравнивать это с производством ну, какой-нибудь стали где-нибудь в Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, он будет разный. Но почему нужно платить дополнительный налог, совершенно непонятно. Это действительно дискриминация. И то, что об этом заговорили вслух, ну, на мой взгляд, это тоже победа здравого смысла. Саммит КОП, так называемый, действительно уже в конце этого года пройдет на этот раз в Баку, каждый раз новое место. И если страны БРИКС выйдут туда с консолидированной позицией, то есть надежда на то, что здравый смысл победит и во всей остальной части планеты, хотя с учетом количества государств, представленных в Казани на саммите, где большинство на планете, уже большой вопрос. На коллективном Западе или все-таки на глобальном Юге, к которому, как ни удивительно, теперь относится и Россия. Борис Леонидович, а что это получается, что БРИКС настаивает на том, чтобы вообще отказаться от альтернативной прерывистой энергетики, солнечной, ветряной, и уйти исключительно в добычную промышленность? Тепловую энергетику, но на самом деле нет. Вот в той формуле, что каждая страна сама определяет, как ей развивать свою энергетику, вот пусть каждая страна сама для себя и решает, как это делать. Подходы действительно везде разные. Если мы посмотрим на Китай, нам постоянно показывают гигантские объемы вывода ветровых и солнечных электростанций, при этом стараясь не показывать, что одновременно выводятся и угольные новые, на новых технологических принципах, так скажем, и атомная генерация. То есть Китай идет, выступает за гармоничное развитие. То есть он развивает одновременно все, но не стоит забывать о том, что у Китая есть свои особенности. Рельеф его рек, речных русел, позволяет строить достаточно большой объем гидроаккумулирующих электростанций, которые являются замечательным накопителем гигаваттного класса.
И любая компания, занимающаяся строительством солнечной и ветряной генерации, просто отчисляет деньги для того, чтобы под них строили гидроаккумулирующие электростанции. Вот у Китая такая возможность есть. В равнинной России такого нет, поэтому темпы развития возобновляемых источников энергии в России несколько отличаются от китайских. Хотя, конечно, семимильными шагами идет у нас строительство солнечной ветровой генерации. По итогам этого года ожидается, что доля выработки на таких электростанциях в общем балансе превысит 1%. Вот такой гигантский темп развития, но нашу страну он совершенно устраивает. У нас свои климатические условия, и энтузиасты, которые строили солнечную электростанцию в Чите, и потом в отчетах писали, что с электрогенерацией в этом городе все в порядке, они, конечно, молодцы. Можно в течение всего зимнего времени по пояс в снегу выходить к этой солнечной электростанции, и пока снег разгребаешь, может быть, согреешься. Разные климатические условия, каждая страна может решить, что ей выгоднее. Но то, что какие-то перекосы всегда вызывают проблемы, мы это наблюдаем в тех странах, где основная генерация идет на гидроэлектростанции. В Африке несколько таких стран есть, я сейчас не буду перечислять. Казалось бы, все хорошо, возобновляемая зеленая энергетика, но вот засуха и пошли блэкауты по всей стране. Оказывается, даже такую традиционную генерацию, гидрогенерацию, необходимо страховать, дублировать тепловыми источниками энергии. И, разумеется, там, где это выгодно, почему бы не строить ветровые электростанции, если они не будут приводить к проблемам с балансировкой объединенной энергосистемы. В России количество солнечных электростанций в Якутии действительно поражает воображение. Их там уже почти 4 десятка. Но они работают в изолированных, в технологически изолированных районах и никому не мешают. То есть они не приводят к какому-то дисбалансу в объединенной энергосистеме Востока. Кто-то решает по-другому. Ну, если мы смотрим, допустим, из тех стран, которые на БРИКС были, присутствовал президент Узбекистана Мирзиёев. С учетом солнечной инсоляции того уровня, который в Узбекистане есть, Узбекистан совершенно разумно будет пользоваться таким видом генерации. Каждый будет решать самостоятельно, если действительно вот эта альтернативная прерывистая генерация может приносить какую-то пользу, приводить к более качественному обеспечению электроэнергии, может быть, снижать тарифы на электроэнергию. Государство само и решит, что это необходимо. А попытки навязать, что нужно строить только солнечные электростанции, опять же, если мы говорим о БРИКС, в Южной Африке были обещаны инвестиции в солнечную ветровую генерацию под их обещание закрыть старые угольные станции. Они закрыли. Среднее количество дней в режиме блэкаута приближается к 180. Может быть, не стоит вот так торопиться, может быть, это действительно требует какого-то планирования. Страшное слово, конечно. Но приходится его терпеть, ничего не сделаешь. Если ты планируешь строительство большого объема солнечных ветряных электростанций, то ты должен действительно планировать, что у тебя будет с объединенной энергосистемой, чем ты это подстрахуешь. Если будет плохая погода, то что будет происходить в объединенной энергосистеме. Так что Казанская декларация – это действительно абсолютно в духе БРИКС. Мы не навязываем собственное видение развития страны, планеты, кому бы то ни было. Каждая страна решает самостоятельно, и идет постоянный поиск взаимовыгодных проектов, но на паритетных основах. Никто никому ничего не навязывает. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляет, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях всего самого интересного и происходящего в нашем информпространстве. Спасибо, до новых встреч. В нашем телеграм-канале вы можете увидеть самые оперативные новости о том, что происходит с нашим проектом, куда мы движемся или куда мы перестаем двигаться. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.